Американские военные вступили в бой. Открыт огонь. Черный день для авиации США. 3 авиасудна за сутки потеряны. Крупнейшая операция спецназа. Иран устроил охоту. Масштабная эвакуация солдат США. Пентагон выводит силы из региона. Бежали, бросив все. Детали. Захват власти и президента военными. Экстренная ситуация. Главная цель армии. Госпереворот. Масштабные аресты. Полное прекращение огня. Приказ остановить удары по Ирану. Что заставило отложить планы? Удар под дых. Пока в США планируют открытие Ормузского пролива, Иран открывает проход первому судну страны Западной Европы. Русскоязычное население Германии и план России. Немецкая пресса пишет о цели Путина на Берлин. Беларусь лишают ключевых каналов в Ютубе. Новый удар по Минску. Какая из стран объявила войну демократии? Катастрофическая дыра в украинском бюджете и увольнение политика за использование фотошопа. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я начинаю. Денег нет, тяжелая ситуация. У Украины почти не осталось подушки безопасности. По данным Минфина, за первые 3 месяца этого года из резервного фонда госбюджета ушло более 47,5 миллиардов гривен. Деньги направлены на финансирование неотложных нужд государства, связанных с негативным влиянием войны, заявляют в ведомстве. В частности, 16 миллиардов выделено на стабильную работу ЖД-транспорта, 3 миллиарда на восстановление дорог и примерно столько же на закупку электрогенераторов в регионах. Самая большая статья расходов, более 20 миллиардов, это защита критической инфраструктуры. Итого в резервном фонде остается около 10% свободных средств. Защита критической инфраструктуры 22 миллиарда гривен. Средства предусмотрены на весь год для системного предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в частности путем усиления защиты энергетической, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Украина при этом самая несчастная страна Европы, об этом заявляют аналитики Visual Capitalist. В мировом рейтинге счастья украинское государство оказалось на 111 месте из 147. Это самый худший показатель по Европе. Рядом с Украиной по уровню несчастья Турция, Болгария, Греция и Албания. А вот Финляндия по-прежнему уже 9-й год держит мировое лидерство по счастью. Венгрия превращается в политическое минное поле. Даже если оппозиция победит на парламентских выборах, Орбан по-прежнему останется у руля. Об этом пишет издание «Политика». За 16 лет у власти премьер-министр Венгрии выстроил систему, в которой его люди сидят в ключевых институтах и могут блокировать все, от бюджета до законов, уверяет издание. Многие ключевые сферы общественной жизни, включая так называемые кардинальные законы, регулирующие судебную систему, медиа, избирательную систему и государственные финансы, а также семейную политику и церковь, могут быть изменены только при наличии маловероятного большинства в 2/3 парламента у партии Мадьяра Тиса. В случае победы первым испытанием для Мадьяра станет бюджет, говорится в статье. Ему придется финансировать дорогие предвыборные обещания, в том числе увеличение расходов на здравоохранение. А казна Венгрии истощена, и даже если новый премьер попытается собрать бюджет, его может остановить бюджетный совет из 3 лоялистов Орбана. Дальше еще жестче президент Тамаш Шуйок, близкий к Фидес, способен запустить досрочные выборы, если бюджет не будет принят, говорится в материале. Чтобы Тиса могла управлять, ей нужна четкая стратегия развития страны и сплоченное политическое сообщество. Сейчас их объединяет только одно желание – убрать нас от власти, заявил министр по делам ЕС Янош Бока. Этого может хватить, чтобы нас сместить, но точно недостаточно, чтобы управлять страной. Стратегическая цель Путина – Берлин, а не страны Балтии. Германия для России является более разумной и даже более простой целью для атаки внутри НАТО, чем Литва, Латвия и Эстония. Об этом говорится в материале Bild. Эксперты, опрошенные изданием, говорят, если цель Путина ослабить НАТО, то, вероятно, атаки могут быть направлены на Германию, ведь именно в ФРГ находится стратегический тыл Альянса, его логистика и координация. Прямое нападение на пограничные страны НАТО немедленно вызвало бы военный ответ. В случае Германии это менее вероятно, поскольку она не граничит напрямую с Россией, пишет немецкая пресса. Возможно и скрытые атаки, говорит один из экспертов, с использованием русскоязычной диаспоры, агентов ГРУ.
Такие операции могут дестабилизировать политику и общество, не приводя сразу к открытому конфликту. Цитирую. По его мнению, Германия имеет центральное стратегическое значение. Атака на нее имела бы огромный пропагандистский эффект, тем более, что Кремль рассматривает ФРГ как главного противника в Европе. Кроме того, в Германии проживают около 3,5 миллиона русскоязычных людей, а в части общества существует симпатии к Москве и сомнения в собственной обороноспособности. Напомню, ранее Москва предлагала Западу сделку, в частности, подписать соглашение, в котором Москва гарантировала бы, что не собирается атаковать страны Альянса. США сталкиваются с нехваткой стратегически важных целей для ударов по Ирану, несмотря на планы Трампа продолжать бомбардировки еще несколько недель. Оставшиеся ракетные объекты Ирана трудно поразить, поскольку они, вероятно, скрыты в укрепленных бункерах, а без наземной операции возможности ограничены. Об этом пишет Политика. Иран держит в удушающем захвате Ормузский пролив и ведет войну другого типа, скорее экономическую, чем тактическую, говорится в материале. Мы можем просто продолжать отрабатывать список целей, все меньшей и меньшей значимости, и дальше злить их до такой степени, что КСИР окончательно возьмет власть в свои руки, и они почувствуют себя сильными, чтобы вести священную войну против США вечно, заявил один из чиновников Министерства обороны. В любом случае, Трамп не может просто взять и уйти. Он будет унижен, если уйдет, и мы окажемся в трясине, если останется. Трамп уверен, победа на стороне США, и уже скоро мир увидит ошеломляющий успех американских военных. Как ранее писала западная пресса, одной из целей США является и контроль над иранской нефтью. Вот что сказал Трамп. Если дать нам немного больше времени, мы легко сможем открыть Ормузский пролив, забрать нефть и заработать огромные деньги. Это будет настоящий фонтан для всего мира. И пока Трамп мечтает об открытии Ормузского пролива, через него прошло первое судно, связанное с Западной Европой. Контейнеровоз, связанный с Францией, беспрепятственно покинул пролив. Он прошел вдоль иранского побережья по заранее одобренному маршруту, пишет Bloomberg. Европейские страны, включая Францию, предпринимают первые дипломатические усилия по урегулированию кризиса, однако пока о каком-либо прогрессе не сообщается. Президент Эммануэль Макрон заявил в пятницу во время визита в Южную Корею, что Франция будет работать над стабилизацией ситуации в Ормузе после того, как бомбардировки прекратятся. А бомбардировки не прекращаются, ежедневно стороны обмениваются ударами, о поражении целей заявлял и Израиль, и Иран, и США. Однако в пятницу на время произошла полная остановка ударов по Ирану. Израиль отменил свои планы. Военным был отдан приказ не стрелять. Причина – поисково-спасательная операция США. Американский F-15 впервые за всю войну был сбит иранской ПВО, и это уже серьезный удар по заявлениям США о полном контроле неба. Оба пилота катапультировались, но дальше началась настоящая гонка. Одного успели вытащить американские спецназовцы прямо с территории Ирана. Ряд СМИ сообщал о том, что американские военные вступили даже в бой с иранскими силами, но официально в Штатах этой информации не подтверждали на момент записи выпуска. В целом же событие, которое произошло в небе над Ираном, большой удар для Пентагона. Успешное уничтожение американского самолета Ираном произошло несмотря на неоднократные заявления министра обороны Пита Хексета и других официальных лиц о том, что США добились господства в воздушном пространстве Ирана. Второй пилот пропал, и за ним началась настоящая охота. Одновременно на поиски были брошены и силы США, и Ирана. Причем Тегеран пообещал награду за его поимку. Сообщений было несколько. Они прозвучали как в эфире ТВ. Сообщения появились и на лентах новостей. Вот что пишет Рейтер. Губернатор провинции Кок-Гилуи и Бояр Ахмад заявил, что любой, кто захватит или убьет членов экипажа, будет особо отмечен, сообщило полуофициальное иранское агентство ИСНА. Этот инцидент произошел после угроз президента США Дональда Трампа разбомбить страну до каменного века, включая атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана и установки по опреснению воды, поскольку он пытается заставить Тегеран завершить войну на условиях США. Операция спасения началась в формате боевого поиска с вертолетами, самолетами, поддержки и прикрытием. Трампу передали информацию о том, что спецоперация вышла из-под контроля. Он внимательно следил за происходящим. В то же время канал Newsmax сообщает, что США могли потерять не только истребитель, и по силам штатов все-таки был открыт повторный огонь. Поисково-спасательные операции продолжаются. Мы видели видео с самолетом HC-130 и вертолетами в небе. Один источник сообщил мне, что вертолет Black Hawk, возможно, также был поражен над Ираном во время проведения спасательной операции по поиску второго пилота F-15. Мне сообщили, что Black Hawk оставлял за собой след дыма, когда сегодня пересекал границу из Ирана в Южный Ирак.
О том, что один из вертолетов был атакован, пишут и иранские медиа. При этом они считают, что операция США по поиску пилота провалена. Нью-Йорк Таймс также пишет, что еще и второй боевой самолет ВВС США потерпел крушение в районе Персидского залива в пятницу. При этом единственный пилот был благополучно спасен. Речь о штурмовике А-10. В то же время США провели крупнейшую эвакуацию своих военных с Ближнего Востока. Причина – в ударах Ирана по американской базе в Бахрейне. После того, как она была накрыта ракетами и дронами, военным прямо говорили: бери только то, что помещается в рюкзак, и беги. Многие прилетели в США или Европу без формы, вещей и даже элементарных предметов гигиены, пишет издание НРП. Сейчас волонтеры и организации в США срочно собирают помощь. Ведомство разработало механизм возмещения расходов на проживание в гостиничных номерах, включая семьи, которые временно были передислоцированы в Италию и Германию, прежде чем их отправили обратно в США. У ВМС пока нет ответа на вопрос, что будет с автомобилями и мебелью, оставленными в спешке при эвакуации. ВМС также не сообщают эвакуированным, когда и вернутся ли они на свои базы на Ближнем Востоке. Иран не собирается говорить с США. По данным Wall Street Journal, Тегеран отказался даже от идеи провести в ближайшие дни встречу с американской стороной в Исламабаде. Иранская сторона также дала понять посредникам, что предложения Вашингтона для нее неприемлемы. Переговоры полностью сорваны, несмотря на заявление Трампа о том, что они продвигаются успешно, пишет издание. Кроме того, Тегеран отклонил американское предложение о 48-часовом прекращении огня, сообщило иранское агентство Фарс. Захват власти военными, госпереворот и убийство президента. План сорван, заговор провалился. Власти Мадагаскара заявили о предотвращении покушения на президента Майкла Рандрианирины, пришедшего к власти после военного переворота в октябре. По данным прокуратуры, в стране прошли массовые аресты, обвинения предъявлены 13 подозреваемым, из которых 11 уже находятся под стражей. Одним из ключевых организаторов назван полковник Патрит Ракатмамамдже, который пока не задержан. Кроме того, прокурор также сообщил, что к делу могут быть причастны действующие военные, включая высокопоставленного генерала. Прокурор отметил, что доказательствами заговора служат текстовые сообщения и переписка в WhatsApp между участниками группы, а также сообщил о проведенных обысках в их домах. Некоторые задержанные признали, что 20 миллиардов ариари, 4,8 миллиона долларов, обнаруженные на их банковских счетах, предназначались для реализации их плана, добавил прокурор. Силовой захват Зеленского. В Москве вновь заговорили о похищении украинского президента из Киева. В эфире одного из федеральных каналов Скобеева провела параллели. Трамп выкрал президента Венесуэлы Мадуро, так почему же Кремль не может использовать те же методы в отношении Зеленского? Этот вопрос звучит уже второй раз за месяц. На него отвечала глава Софеда РФ Матвиенко. Последняя заявила: Россия уважаемая страна в мире и не может позволить себе подобные операции. При этом Матвиенко отметила, что не видит смысла в похищении и ликвидации Зеленского. Она провела параллели с США и Ираном, вспомнив о ликвидации Хаменеи и заявив, что Штаты не получили желаемого эффекта. Матвиенко при этом считает, что Зеленский будет до последнего у власти и будет вывозить активы за границу. Для Зеленского мирное соглашение – это его политическая смерть. Он будет держаться до последнего. До последнего будут большими машинами возить наличную валюту и золото, то, чем они занимаются. Напомню, уроженка Украины Матвиенко сама попадала не раз в скандалы с тем, что ее семья вывезла из России. По данным СМИ, члены семьи Матвиенко владеют дорогостоящей недвижимостью в Италии. Это вилла на Адриатическом побережье площадью более 770 квадратных метров. Дом оформлен на сына главы Софеда. Войну демократии объявили в Буркина-Фасо и делают это открыто. Военный лидер страны Ибрагим Трауре, пришедший к власти после военного переворота, прямо заявил нации: забудьте о выборах. По его словам, демократия убивает и не подходит его стране. Обещанные выборы уже отложены на неопределенный срок, а политическая система фактически демонтирована. Пришедшие к власти люди распустили партии и сосредоточили управление в руках военных. Страна уходит к жесткому военному режиму. Свое видение Трауре объяснил так, цитирую:
Демократия убивает. Вот что такое демократия. Разве мы этого хотим? Посмотрите на Ливию. Это пример рядом с нами. Они жили в мире, вода была бесплатной, было столько бесплатных вещей. Когда люди женились, у них уже были социальные пособия и все остальное. А сегодня некоторые ливийцы ходят повсюду с канистрами в поисках воды. Посмотрите на нищету там. Сколько сотен тысяч детей погибло. Разве это демократия? Везде, где они хотят установить демократию в мире, это происходит через кровь. Белорусские госканалы исчезли с YouTube. Речь о YouTube-каналах Белта, ОНТ и СТВ. Аккаунты удалены администрацией видеохостинга из-за санкций, сообщает Белта. В Мининформации Беларуси оценили это как недружественный и безосновательный удар и заявили, что оставляют за собой право на ответные меры. Американская компания Google, которой принадлежит видеоплатформа, не комментировала произошедшее. Чистки в армии. Президент Казахстана Токаев сменил сразу двух ключевых командующих. Как сообщает пресс-служба Токаева, командующим десантно-штурмовыми войсками назначен Максуд Гусейнов. Ранее он возглавлял региональное командование Астана. Этот пост, говорится в публикации, теперь занимает полковник Баглан Усербаев. Кадровые изменения в вооруженных силах Казахстана начались еще в начале года, отмечают местные СМИ. В январе Токаев поменял начальника генштаба, а спустя 2 месяца отправил в отставку командующего войсками Запад Бауржана Артыкова. Эти назначения являются направлены на повышение эффективности управления войсками и оперативной готовности подразделений, заявляют в Астане. Увольнение за фотошоп. В нидерландском Роттердаме кандидат в райсовет 59-летняя Патрисия Райхман отредактировала свой официальный снимок до такой степени, что после победы на выборах избиратели усомнились, она ли это, увидев реальное фото женщины в местной газете. Райхман уверяет, оба снимка ее. Дескать, одну фотографию пришлось отредактировать онлайн, поскольку она была слишком низкого разрешения, а на второй она визуально постарела из-за приема лекарств. По словам женщины, в жизни она выглядит гораздо моложе своих лет. Когда я выхожу куда-то с сыном, говорит Райхман, люди думают, что я его девушка. В политпартии, от которой выдвигалась нидерландка, быстро отреагировали на манипуляции с фото и подтвердили, что подобные действия, по сути, ложь. В тот же день партия попросила нового члена районного совета добровольно отказаться от мандата, но она этого не сделала. Это означает, что мы дистанцируемся от нее, заявил теперь председатель. Скорее всего, мы перейдем к ее исключению из партии. Тогда она сможет продолжать работу в районном совете самостоятельно. Но мы больше не будем связывать с ней свое имя. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое, как всегда, за вашу поддержку, за ваши слова, которые вы пишете в комментариях. Напомню, мне будет приятно, если вы также оставите лайк и сделаете репост этого видео. До встречи уже завтра.